Всем привет из Ирландии. Всего лишь 86 человек, украинских беженцев, выселили из государственного бесплатного размещения за период с октября 23 года по октябрь 24 года. То есть вышла такая статистика, обновление, да, за 25 год пока мест нету, но за год всего лишь 86 человек. Это говорит о том, что украинцы в большей своей вообще мере, да, и в большей своей части людей, которые приехали в Ирландию, они выполняют правила Ирландии, да, принимающей страны. Так что никаких, я думаю, дискуссий не должно быть, что украинцы там где-то разъезжают, что-то делают не так, гуляют и так далее. Если вы понимаете, то на государственном размещении еще около 30 тысяч украинцев, да, проживает. 25 либо 30, там все это, конечно, меняется, да, цифры, но все равно, даже давайте минимально, да, там 25 плюс тысяч еще проживает в государственном размещении. Мы не про АРП, а именно про государственное размещение, то есть там переделанные церкви, лагеря и всякое вот такое, да, где, в принципе, такой принцип, как общежитие, да, что ты можешь в комнате жить не один, где дома переделаны, например, да, типа как гостевые дома, где в каждой комнате живет разная семья, то есть понимаете, о чем я говорю. А АРП мы не трогаем, потому что АРП это другая программа, и там абсолютно другие условия. А те, кто живет в государственном временном размещении, они не могут покидать его больше, чем на сутки без какой-либо серьезной, да, каких-то обстоятельств. То есть вы должны подать заявление. Если вам его одобрят, тогда вы можете выезжать больше, чем на одни сутки. И всего лишь за год выселили, да, из-за того, что люди не проживали на своих койках, в своих комнатах, да, всего лишь 86 человек. Я думаю, из такого количества людей, которое приехало в Ирландию, которое живет сейчас в Ирландии, это капля в море. Так что не то, что в большей своей части, практически все придерживаются правил, так что не нужно рассказывать, что украинские беженцы делают что-то не так. И вообще вот эти даже 86 человек, вы понимаете, что могут быть разные обстоятельства. Что-то по здоровью, что-то с родственниками, поменяли страну, просто уехали, да, и многие люди, ну, ведут себя неответственно, просто не сообщили вовремя, например, в департамент, да, в ЮКТАТ, чтобы их там убрали, чтобы их койку за ним, да, не числилось, например. Либо человек думал, прокатит, уеду, сейчас приеду и все будет нормально. То есть разные обстоятельства, я людей ни в чем не обвиняю, у всех жизнь разная, и что-то могло случиться, человек быстро, да, собрался и уехал. Может быть, конечно. Мне удивило, что реально, ну, так вот, да, бывают такие вот да, пиары украинцам делают прям везде, там все что-то, где-то они там и сям, и ездят и туда, и пабы, и гуляют, и экскурсии, и там, и сям. А оказывается, что все, в общем и целом, выполняют те правила, те нарративы, которые им сказала Ирландия выполнять, все делают. И 86 человек это абсолютно не показатель, это вообще ни о чем, я считаю. Но если вы покидаете, да, свою койку, то департамент автоматически считает, что вам не нужен, то есть вы автоматом как будто отказываетесь от своего жилья, от своей комнаты, либо койки, либо еще чего-то, да, что вам предоставили. То есть получается, что если вы самовольно выехали больше, чем на сутки, обратно же там все говорят, что сутки это такое, знаете, многие там и на 2, и на 3 уезжают и возвращаются и это прокатывают. Обратно же пишите в комментариях ваши истории, что у вас было, нужно ли было вам выехать, вы писали, да, заявление и вам отказали, какая причина у вас была и почему вам отказали, или пишите, вам одобрили, да, выезд, например, там на неделю, на 2, какая у вас была причина, просто интересно, да, посмотреть в комментариях, что же является, ну, главным фактором, чтобы вас, да, выпустили больше, чем на сутки отсутствия, и что не является доказательством, да, либо такой ситуации, которая, ну, например, там, не знаю, вот у вас там какая-то болячка, да, вы хотите, не знаю, там, зубы полететь в Молдову, либо там в Румынию, или куда-то, или в Турцию полечить, пишите, я хочу зубки полететь в Украину вернуться, ну, и так далее. Вам говорят, нет, дружочек, у нас тоже отличные дантисты, так что давай здесь плати втридорого. Я имею в виду, вот какая ситуация, какую ситуацию одобряют, а какую
Нет. Вот это в комментариях интересно почитать. Так что, получается, ссылочку на вот эту вот статью я оставлю. Там все, конечно, более подробно рассказано, расписано, что когда было, статистика, как, куда там, все это смотрится и делается. Главное про то, что я прочитал, и меня удивило, что такое малое количество людей, которые нарушают эти правила, потому что в интернете постоянно рассказывают о том, что такие вот неблагодарные украинцы вот выезжают, приезжают, бросают, делают что-то не так. А оказывается, нарушителей не так уж и много от общей массы вообще. Это, я же говорю, это вообще ни о чем, это иголка в стоге сена просто. Так что хватит уже говорить, что украинцы вот такие неблагодарные и постоянно делают что-то не так. Все делают они так, в большей своей массе, и потихоньку, я скажу так, потихоньку, помаленечку все больше и больше людей просыпаются, раздупляются и начинают все-таки двигаться вперед. Сейчас многие, я вижу, задались уже вопросом прав ирландских, потому что все понимают, если защита закончится, то украинские права потом превратятся в тыкву, да, через год, и все массово начали сдавать на права. Это уже радует, потому что права в Ирландии, это, я вам скажу, не хухры-мухры, это тоже очень нужный документ, который вам поможет в будущем и для переезда, и для работы, и вообще для нормальной, комфортной жизни. Так что все отлично. Многие учат языки, то есть язык, да, подтягивают. Многие выходят на работу моментально, то есть все движется, все кружится, и все идут в правильном направлении. Так что все эти разговоры о том, что украинские беженцы в Ирландии как-то ведут себя не так и делают что-то не то, есть такие персонажи, но они есть в каждой национальности. Есть и поляки, которые в Ирландии делают что-то и так, и бразильцы, и вьетнамцы, и филиппинцы, то есть индусы, пакистанцы. Тут хватает разнообразного колорита, ого-го просто. Так что зацикливаться на одних и говорить только про одних, что они что-то делают не так, а другие делают все правильно, это абсолютно как-то деструктивно. Так что я рад, что украинцы в большей своей массе, ну я это и знал в принципе, ведут себя нормально, адекватно и ценят то, что дала им Ирландия, и вот это вот бесплатное даже жилье, размещение временное от государства, его ценят и понимают, что это койка, либо это комната, это огромное спасибо, это огромный респект Ирландии за то, что она вот так вот помогает украинским беженцам и понимает ситуацию, которая, да, в Украине сейчас сложилась, что нужно людям помочь. И она одна из, не знаю, там из уже мало стран вообще осталась, Ирландия одна из немногих, да, которая реально еще предоставляет жилье, у которой есть эта программа ARP, да, которая предоставляется украинским беженцам, только им, только для них эта программа создана. То есть в общем и целом Ирландия реально остается одной из все равно лучших стран пока для переезда, хотя есть много проблем, все равно Ирландия пока держит марку и все равно является привлекательной страной для того, чтобы украинские беженцы сюда приезжали. Хотя поток уже уменьшился, конечно, намного, но все равно этот изумрудный остров еще принимает и ждет украинцев, которые хотят сюда приехать. Всегда на связи.